Всем привет, с вами Валерия. Добро пожаловать в мой сказочный волшебный мир творчества. В сегодняшнем мастер-классе я покажу вам, как сделать небольшие нежные елочки на подставках с объемными розами из ватных дисков. Подробный список материалов находится в описании под видео. В прошлом году я уже показывала, как сделать подобные стойки по принципу пирамидки. Для них я использовала гофрокартон, крупные бусины, деревянную шпажку и пластмассовые крышки. В данном случае вместо бусин и деревянной шпажки для первого варианта елочки я применила пустой флакон от лака для ногтей, а для второго варианта корпус от ручки, бумажную трубку, которая осталась у меня от фейерверка на торт, а также верхнюю часть от пластмассового яйца. Оклеиваем стойку салфетками или бумажными полотенцами. Используем разбавленный наполовину водой клей ПВА. Оклеиваем только стоечку и нижнюю часть конуса елки. После высыхания оклеиваем верхнюю часть гипюром. Для этого по размеру конуса вырезаем необходимый отрезок гипюра и фиксируем его несколькими каплями термоклея на поверхности. После этого гипюр пропитываем смесью столярного клея ПВА с водой в равных пропорциях. Далее украшаем работу оттисками из молдов. Используем любую самозатвердевающую массу, покупную или самодельную. Ссылку на мастер-классы по самодельным массам вы найдете в описании под видео, а также подсказка появится на экране. Вместо декоративных элементов из массы можно применить, например, узкое кружево или красивые объемные детали, вырезанные из салфеток и гипюра. Также можно сделать различные узоры из салфеточных жгутиков в технике Paper Art.
Ранее я уже показывала вам, как сделать подобную розу, но там для пропитки я использовала гипс. В данной работе вместо гипса применяю столярный клей ПВА, разбавленный наполовину водой. Использую именно столярный клей ПВА, потому что обычный клей ПВА со временем скорее всего даст желтизну, которая может проявиться даже сквозь краску. Ватный диск можно сначала нарезать на детали, а затем пропитывать каждую деталь по отдельности, либо пропитать нерезанный ватный диск, а затем разрезать его уже на необходимые детали. Делайте как вам удобнее. Роза получилась очень прочной. Грунтуем работу белой акриловой краской. Елочки можно оставить в белом цвете, сверху нанести только перламутровую краску. Такая работа будет очень воздушной и нежной.
Вы можете окрасить елочку на свое усмотрение. Я решила немного поэкспериментировать. Первую елочку окрашиваю в телесный цвет, розочку сделаю бледно-розовой, а листья нежно-салатовыми. После высыхания на рельеф основы наношу перламутровую телесную краску. Также телесным перламутром оттеняю детали на стойке, а на цветок наношу белую перламутровую краску. Декор второй елочки аналогичный первому, поэтому я не повторялась, а уже показываю вам процесс окрашивания. Сам цветочек и стойку окрашиваю в белый цвет, а на основу, оклеенную гипюром, наношу цветовые пятна. Использую персиковый, бледно-розовый и белый цвета. Краску для этого необходимо разбавить водой. При помощи спонжа на весь рельеф наношу белую перламутровую краску. И в завершении покрываем работы акриловым лаком. Работу можно дополнительно декорировать небольшими перламутровыми бусинами или светлыми стразами. Нижнюю часть елочки я решила дополнительно декорировать клейкой лентой со стразами. Также работу можно дополнить небольшими жемчужными бусинами или стразами. Елочки получились очень нежными и воздушными на вид. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Всем моим подписчикам, как всегда, огромный-преогромный привет. Всех вас очень люблю и крепко-крепко обнимаю. Всем новым зрителям, если вам понравилось мое творчество, предлагаю подписаться и нажать на колокольчик. Тогда вы точно не пропустите новые интересные мастер-классы. Дорогие зрители, от всего сердца хочу поздравить вас с наступающими праздниками. Пусть Новый год принесет в вашу жизнь все самое светлое, доброе, прекрасное и хорошее. Пусть сбываются все ваши позитивные мечты, надежды и желания. Всем вам желаю мира, добра, благополучия, крепкого-прекрепкого здоровья. Берегите себя, берегите своих родных, близких людей, любите и цените друг друга. И всего самого-самого волшебно-прекрасного. До новых встреч!